Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я», ссылка на сайт, если что, здесь. Сегодня мы поговорим о любовных треугольниках. Там, где две женщины и один мужчина. Почему мужчина обычно в этих ситуациях предпочитает занимать позицию такую: я в стороне, вы вот там, между собой деритесь, и независимо, кто находится на вершинах этого треугольника, какие женщины в этом треугольнике участвуют, потому что очень часто думают, что в любовном треугольнике оказываются только жена и любовница. Не всегда. Это могут быть две женщины, которые, мужчина еще может быть не женатый, это могут быть две женщины, которые пытаются его добиться. Это может быть жена и любовница, да, конечно. Это может быть, как ни странно, мама и его женщина. Мама и его женщина. Причем это может быть как девушка, может быть так и жена. Мужчина устраняется в этой ситуации, а женщины между собой воюют. Претензии, подколки, доказательства, что ты такая, ты не такая. Кто-то может кого-то сильно-сильно прессовать, сильно-сильно пытаться доминировать, а кто-то впадать в состояние жертвы. Мужчина, казалось бы, здесь совершенно ни при чем. Он такой ангелочек, это бабы, сучки бьются, а вот он такой замечательный стоит. И если, не дай бог, вы оказались в этой ситуации, знайте, первое, вы попали в отношения с психологически незрелым мужчиной. Ваш мужчина занимает детскую позицию. Ваш мужчина занимает позицию «я приз». Добивайтесь меня. Но этот же мужчина нагло и беспардонно самоутверждается за ваш счет, потому что чем более значимые, более интересные, более успешные женщины бьются за него, тем краше он, потому что они его выбрали своим призом. Он мальчик, замечательный, вожделенная мечта для этих женщин. А если они классные, значит я еще выше, потому что за меня бьются. И этот мужчина не вмешивается никуда. И лучшее, что вы можете для себя сделать, выйти из этого треугольника. Если это треугольник соревнования за перспективного кавалера, откажитесь от него. Если вы любовница или жена, откажитесь в этом участвовать. Да, к сожалению, если вы жена, у вас один выход – развод, а если вы любовница, смените его на другого мужчину. Ну а если вы оказались в треугольнике вместе с его мамой, отправьте молодого человека разбираться со своей мамой. А вы разбираетесь только с ним. То есть вы разведите треугольник и выведите его впрямую, получается, если законам геометрии следовать. Прекратите контактировать со второй женщиной. Когда вы прекращаете соревноваться со второй женщиной, у вас возникает что? Контакт 1 на 1. Он должен разбираться с каждой женщиной. И если он действительно психологически незрел и даже если он не готов принимать решение, он вынужден будет это сделать. Он вынужден будет выбрать, даже если он найдет себе другую дурочку, которая встанет в этот треугольник, он все равно избавит вас от необходимости конфликтовать с другой женщиной. И это для вас большой выигрыш, потому что вы не разбиваете себя как женщину, вы не теряете свое достоинство, вы не унижаете свою самооценку, вы не чувствуете себя приниженной, брошенной. Короче говоря, вы делаете все, чтобы сохранить свою женственность, свое право на счастье и свое женское достоинство. И как только вы выходите из этого состояния, вам перестают попадаться. Один раз вы выйдете из такого треугольника, и вам перестанут попадаться мужчины, которые в этот треугольник будут предлагать вам зайти. Вы начнете видеть тех мужчин, которые готовы строить отношения 1 на 1. Почему? А потому что вы сами внутри себя отказались от борьбы с другой женщиной за приз. Вот такое вот мудрое решение, которое будет способствовать вашему счастью, если вдруг вы уже оказались в любовном треугольнике. С вами была Алла Касаткина. Лайки, комментарии. Подписка на канал – это с вас. А я в следующий раз расскажу вам в следующих видео тоже что-нибудь интересное и полезное для вашего женского счастья. Пока-пока.